Данная практика, которую вы сейчас будете выполнять, направлена или существует, или создана для того, чтобы изменить отношение людей по отношению к вам. Итак, как она выполняется? Вы должны сделать вдох и после этого задержать дыхание, найти в себе состояние, которое условно можно назвать состоянием радости, и вместе со мной выдохнуть это со звуком хо. Таким образом, если вы сейчас поделаете это, то вокруг вас появится некая энергия благополучного отношения по отношению к вам. То есть люди, которые рядом находятся, они захотят вам делать скидки, говорить, какая ты красивая, говорить, что там так все очень нравится. Также данную практику лучше выполнять в утренние часы, потому что она помогает открыть чакры первую, третью, пятую, седьмую, девятую, а также обратные подчакры, которые находятся с обратной стороны нашего тела, которые помогут очень быстро привлечь в жизнь состояние фортуны. Сделаем это, да? Итак, вместе со мной делаем вдох, задерживаем дыхание, задерживаем и делаем с радостью. И с хо, да? И вместе со мной. И на выдохе произносим хо. Я забыл сказать. Человек, который живет в обыкновенной жизни, он ни к чему не стремится очень часто и ничему не посвящает эзотерические практики, совершает неправильное действие. Когда вы здесь со мной работаете, то у вас получается совершать действия эзотерические или набирать эту энергию с целью, которую ставлю я для вас. А когда вы будете дома заниматься эзотерическими практиками, то обязательно свою жизнь утром чему-либо посвящайте. Когда вы утром просыпаетесь, то ложите вот так вот ручки и говорите: я посвящаю сегодняшний день исключительно, я посвящаю сегодняшний день увеличению материального благополучия моей семьи. Или я посвящаю сегодняшний день увеличению здоровья для себя. То есть посвящайте день, не живите бесцельно. Потому что наша жизнь это как лодка. Лодки хороший двигатель, хорошая лодка, хороший капитан это вы, но у лодки нет цели. Если нет цели и человек долго живет без цели, то у него появляются болезни. Почему? Потому что болезнь является целью. Поэтому для того, чтобы болезней не было, очень, кстати, похорошели. Помолодели, похорошели, потрясающе, да, очень похорошели. Да. Тогда нужно обязательно, чтобы эта цель присутствовала, поэтому делайте такую цель утром. Делайте цель не для решения вопросов, а цель, которая может вас вдохновлять. Итак, давайте вместе со мной сделаем некоторое количество вот такого упражнения. Вместе со мной делаем вдох и находим состояние радости, и делаем выдох. Ручки не складывайте. И еще раз. Ничего не представляем, просто радость. Ручки рассоединяйте, ничего не скрещивайте. И делаем хо. Получается? Еще раз. В момент вдоха у вас должно появиться удивление. То есть вы удивляетесь. В момент выдоха вы произносите хо, испытывая состояние внутренней радости. И еще раз. Ой-ой-ой. И теперь выдыхаем. И еще раз. Ой-ой-ой, нам отдали $30 000. И еще раз. И выдох. И еще раз. И выдох. Где моя тетрадка? Что без тетрадки пишу. И еще раз. И еще раз. И на выдохе. И еще раз. И на выдохе. И еще раз. И на выдохе. Ожидаем, что должно произойти. Если вы все правильно делали, то у вас должно, в случае, если неправильно настроены ваши энергетические центры, появиться ощущения. Какие? Не очень приятные. То есть, если у вас центры работали в состоянии хаоса или хаоса, то тогда у вас там появляется, может быть, дергание в животе, может быть, дергание в груди и так далее. Когда вы произносите хо, то вы выделяете энергию через чакру пятую. А это говорит вот о чем.
Люди, которые будут встречаться в вашей жизни, уходя от вас, будут разговаривать и говорить о вас только хорошее. Понятно? Теперь следующий слог, это хия. Люди, которые будут встречаться в вашей жизни, будут чувствовать по отношению к вам трепетное желание вам в чем-то помочь или что-то для вас сделать. Итак, то же самое делаем, только включая радость, создаем слог хия вместе со мной. Идем так, удивились, и после этого радость нашли, идем так. О, и еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Вы прям на глазах хорошеете. Отдыхаем. Существуют ли какие-либо асаны, которые позволяют человеку быть любимым человеком или более богатым человеком? Рассказываю. Если хотите быть любимым человеком, то делайте асану вот такую. Вот так, ставьте кулаки и вот так сидите. Представляете? Вот так ставьте кулаки и вот так сидите. Если вы не можете выйти замуж, то обычно упирайте вот так вот кулаки, чтобы ваши плечи вот так вот стояли. Понятно? В случае, если у вас не хватает денег, и дышите вот так. Серьезно, это асана, которая приведет вас к тому, что у вас появится любимый человек. Появится любимый человек. В случае, если вы поставите руки вот так на колени, вот так на колени, вот так на колени, или вот так на колени, все равно. Если вы поставите руки и будете вот так дышать, тогда вы в жизни, ноги при этом расставлены в первом-втором случае, то в вашей жизни увеличится материальное благополучие. Понятно? Вот эта поза материально благополучного человека, поняли? Вот такая поза. Поэтому, когда вы сидите на работе или когда вы где-либо сидите, старайтесь вот так сидеть, как я вас научу. Вот так сидеть, вот так, видите, вот так. Локти наизнанку. Локти наизнанку – это поза миллионера. Об этом все абсолютно знают. То есть никогда не делайте ни вот так там, тем более где-то. Почему? Когда человек ставит руки и ставит их на уровне живота или опускает ниже, это говорит о том, что он сексуально озабочен. Когда он ставит руки сзади вот так и сцепляет их в замок, да не делайте вы как попугайчики, ну что такое. Когда вы ставите их сзади в виде замка, это говорит о том, что человеку это вообще не нужно. Когда человек ложит вот так вот ручки на грудь, то это тоже нехорошо, потому что это говорит о том, что я не верю в любовь, а даже если верю, то я ее очень боюсь. Вот эти асаны, когда вы прикладываете руки и складываете их вот так, это целиком связано с тем, что вы чего-то боитесь, сами себе закрывая данные элементы. Смотрите, если ставить вот так или ставить на ноги, так, чтобы локти были в разные стороны, это автоматически делает вас богаче. Понятно? Видели таких мужчин, которые так сидят? Или вот так сидит мужчина, да? Джентльменах удачи, да? То есть видели? Это поза очень богатого человека. Серьезно, это поза, которая автоматически человека делает богатым. Поэтому, если вам это не свойственно, научитесь. Обычно, для женщины, наверное, расставлять ноги особо широко не нужно, знаете. А там, сидя как-то скромно, не скрещивая ноги, ставя вот так руки, во время того, когда вы сидите вечером за столом там где-нибудь или еще где-то, это поза жизнеутверждающая и поза, которая приведет человека к тому, или асана, которая сделает его богаче. А если вот так вот будете сидеть, утром особенно, вот так, то это сделает вас еще и любимым в глазах других людей. Особенно противоположного пола. Вот так, видите? То есть человек поднимает локти и вот так вот сидит. Это очень хорошо работает. Если вы вот так делаете, то можно сюда подключить специальную мантру. Сат, там, нам, мам. Помните, да? И человек делает так. Сат, там, нам, мам. Сат. Можно вечером, можно утром.
Если нужно, помните, я говорил, если нужны деньги, можно и утром, и вечером выполнять практики. Если нужен мужчина, можно 3 раза выполнять, знаете. Вообще, так сложно с этим сатанамам, тогда можно просто вот так вот посидеть, знаете, перед телевизором. Там «Одинокая роза» можно смотреть сериал про Карлоса де Вильяка и Розу Сальватьера, знаете, очень интересно. Роза Сальватьера, Карлос де Вильяк. Моя мама смотрит такое. Если будете вот так смотреть, то тогда очень будет хорошо работать. Скажите, вот такая поза, она не свойственна для человека? Не свойственна для человека. Но если так посидеть хотя бы 7, 8 или 10 минут, то появляется ощущение, как будто в груди появляется необычное ощущение. Появляется тепло, появляется ощущение такой вот нежности, трепетности. Если вот так сидеть, то у человека со временем появляется паранормальная способность, желание рисовать и производить через себя определенные виды искусства. Поняли? Определенные виды искусства. Не умеете рисовать? Сидите вот так, будете уметь рисовать. Как в этом еврейском анекдоте. Доктор, я смогу после операции играть на скрипке? Да, а на рояле тоже сможете. Но делайте быстрее мне этот аппендицит. Я до этого никогда не умел играть ни на скрипке, ни на рояле. Смотрите, руки в боках это деньги принесет. Руки сверху вот так принесет любовь. Поняли? Так деньги, так любовь. В кулаках можно и вот так, все равно. Если вам так удобнее, можно вот так сидеть, все равно. Вот так удобно, делайте так. Вот так удобно, делайте так. Удобно кулаки, делайте кулаки. Все равно. Здесь самое важное, что открываются у вас подмышечные впадины, и они начинают пропускать энергию. Понятно? Дальше, если так делать, то лечатся заболевания сердца, грудной клетки и так далее. Попробуйте дома выполнять хотя бы 7 минут 1 раз в день. Это очень быстро создаст новые условия жизни. Объясню какие. Если делать 7 минут, то после этого появляется ощущение, будто ты как-то искренне и тонко подмечаешь все. Начинаешь видеть там листочки, тебе блестит блестящее, чем обыкновенному человеку. Ну как-то так, очень интересно. Вздыхать начинают люди, когда вот так сидят. У нас первые школьные практики когда-то были посвящены как раз этому. Вообще человек так устроен, что локти его прижаты. Так вот, увеличение энергии всегда происходит, если локти оттопырены. Это мы находим и в цигуне, и там, в всевозможных направлениях восточных боевых искусств. Это очень правильно. Таким образом, как говорил в свое время Монтекче, включается насос энергетический, когда человек поднимает так локти. Так вот, здесь очень важное значение имеет, где находятся при этом кисти. Чем ближе к кисти 4-й чакры, тем больше 4-я чакра начинает принимать энергии. Чем ближе ко 2-й, то 2-я начинает принимать. Смотрите, 4-я отвечает за чувства, 2-я отвечает за отношения. Понятно? Поэтому и отношения, и чувства, и деньги, одно и другое, и третье, скорее всего, можно делать за счет вот таких вот необычных посиделок для себя. Понятно? Что можно читать при этом? Можете просто подышать несколько раз и все. Итак, мы продолжаем.